Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас самое, пожалуй, новогоднее видео из всех, что есть на моем канале, а может быть и во всем YouTube. Я вам покажу новогодний Петербург. Это видео я собирала по кусочкам в течение всего декабря. Так что сразу поставьте мне лайк за старание. И сегодня я вам расскажу про традиции празднования Нового года в Петербурге от Петра I и до наших времен. Будет очень насыщенно и очень празднично. Джингл Беллс на максимум и погнали! Параллельно буду вам рассказывать про места, в которых я оказываюсь. И начали мы это видео с Думской башни. Она находится прямо около Гостиного двора. И с некоторых пор можно на нее подняться. Там настоящая новогодняя феерия. Все в блестках, в перьях, в елках. Правда, очень красиво, но, конечно, основная красота – это вид, который открывается с башни, когда ты выходишь. Вы это увидите чуть позже. А мы начнем наш рассказ. Пару слов скажу про Новый год до Петра. До 17 века официально было перенесено празднование Нового года на 1 сентября. И уже Петр I ввел в стране новое летоисчисление, приведя его в соответствие с европейским, и 7208 год от сотворения мира, как раньше считалось, превратился в 1700 год от Рождества Христова. Дело в том, что Петр, которому голландские и немецкие обычаи нравились гораздо больше российских, издал указ о праздновании Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и приказал украшать дома и двери еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями. Состоятельным горожанам было велено палить из пушек или стрелять из мушкетов, и сам Петр устроил на Красной площади грандиозный фейерверк. Также зажиточных петербуржцев обязывали наряжать хвойное дерево и украшать конфетами, орехами, фруктами и даже овощами. Сразу после кончины царя Петра I на Новый год все дружно забыли про обычай наряжать хвойные деревья, облегченно вздохнув, потому что, наверное, не всем были в радость эти новые традиции с их какими-то обязательными атрибутами украшений. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, как и другие правители до Екатерины Великой, были не сильно обеспокоены всем этим новогодним декором и просто предавались праздничным утехам, и народ по их стопам тоже забыл совершенно про все новогодние украшения, и они просто праздновали Новый год. Традицию наряжать елки на Новый год возродила именно Екатерина II. Также украшали хвойные деревья, как и при Петре I, конфетами, орешками, фруктами и овощами. И лишь в XIX веке елки стали украшать яркими фонариками. И сейчас я вам расскажу историю, как деятели искусства могут повлиять на традиции и быт людей на долгие годы и десятилетия и столетия вперед. Дело в том, что после того, как в России была издана волшебная сказка Гофмана «Щелкунчик», она мгновенно стала очень популярной, а на ее обложке была изображена нарядная елочка, украшенная гирляндами, свечами, различными игрушками, и была звезда на макушке. Эта картинка стала образцом для подражания, как сейчас картинки из инстаграмов и Pinterest. И с того самого времени появились и коробочки с сюрпризами, и орешки, раскрашенные золотой краской, сладости, игрушки, сделанные из ваты, бумаги, картона или фольги. В 50-х годах XIX века елки можно было купить в нескольких известных петербургских кондитерских, и они были всегда украшены орехами, печеньями в виде птичек, ангелочков, завернутых в цветную бумагу. Стоила такая елка безумно дорого, но в середине 19 века мода наряжать новогоднюю елку стала повсеместной, и на заводе князя Меньшикова наладили выпуск елочных бус. А с 80-х годов этот промысел освоили местные крестьяне. Они покупали на заводе стеклянные трубки и на кустарной горелке нарезали это стекло, плавили его на такие большие бусины.
В этом выпуске я устроила настоящую охоту за красивыми елками в Петербурге. И вот сейчас мы зашли в отель «Англитер», где чудесная такая живая елка, украшенная коронами Российской империи. А это, кстати, мой любимый винтажный магазин с украшениями. Про него у меня есть отдельное видео на канале. Ну, а я дальше продолжу рассказывать про историю Нового года. Первая общественная рождественская елка была поставлена только в 1852 году на Екатеринговском вокзале Петербурга. Изображение первой публичной елки не сохранилось, но есть описание, что одной стороной она опиралась о стену и была украшена кусочками разноцветной бумаги. По традиции, все великие князья в России заключали браки с немецкими принцессами, а для них, в свою очередь, рождественская ель была непременным атрибутом праздника. И Николай I женился на дочери кайзера Германии Фридриха Вильгельма III, и именно благодаря ей в Зимнем дворце появилась первая елка. А в дальнейшем персональная елка ставилась для каждого члена царской семьи. Ставили ее на столе и под ней раскладывали различные подарки. Мальчикам, которым предстояла военная карьера, как правило, дарили сабли, солдатиков, пушки игрушечные и мундиры, а девочкам дарили нарядные платья, фарфоровых куколок и различные наборы для рукоделия. Дети Николая I обычно отцу дарили что-то сделанное своими руками. И, кстати, именно при Николае I начали устраивать при дворе веселые новогодние маскарады. На одном из таких маскарадов император предстал в костюме китайского мандарина. Под халатом у него была привязана подушка, и дети были в восторге. Мы подошли к отелю «Астория», где нас ждут также пара шикарных елочек. Одна из них стоит в ресторане, и другая в гостиной «Ротонда». В моем телеграм-канале мы устраиваем голосование за самую красивую новогоднюю елку Петербурга. Я там раскрываю все локации, все елочки, которые я сегодня покажу. Там есть, вы можете отдать свой голос до Нового года. Будем определять самую-самую красивую елку в Петербурге. Так что переходите по ссылочке в описании. Я буду вам там рада. Немного поговорим про праздничные столы аристократии. Обычай готовить к новогоднему столу особенные сюрпризы ввела Екатерина II. Она ввела в праздничное меню петербургской знати такое блюдо, которое назвали императрица. Оно представляло из себя поросенка, и в нем был фазан, в фазане куропатка, в куропатке жаворонок, в жаворонке оливки, и вот это вот все подавалось на стол. Сын Екатерины II Павел и внук Александр были воздержаны в еде. В их правлении вошли в моду соленые огурцы, моченые яблоки и различные маринады. Впрочем, запеченных поросят никто тоже не отменял. Вообще свинину на Руси ели очень хорошо. Выпить наш народ любил всегда, и различные вина, настойки всегда были на столе у петербуржцев, но на Новый год раньше не подавали шампанское в том виде, в котором мы его пьем сейчас. Большей популярностью пользовалась так называемая жжёнка, напоминающая пунш. А вот обычай поднимать бокал шампанского появился после войны 1812 года с французами, когда русские казаки, ворвавшись в винные подвалы мадам Клико, открыли для себя новый вкус. Игристое вино им настолько понравилось, что вскоре это стало самым популярным напитком в России. Первую партию шампанского везли в страну контрабандой в обход запрета ввозить из-за границы бутилированное вино. Управляющий мадам Клико Луи Бане загрузил на корабль столько ящиков с шампанским, что ему пришлось даже спать на них. Именно эта партия игристого вина была упомянута в Евгении Онегине. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. А в 1878 году князь Голицын открыл в Крыму собственный завод, и его шампанское ничуть не уступало по качеству французскому. Сейчас я выхожу из гостиной «Ротонда», в которой стоит еще одна шикарная елка.
И здесь проходят послеобеденные чаепития каждый день. И у меня даже есть обзор такого чаепития на моем канале про еду. Раньше этот канал назывался «Бегущая певица», теперь я переименовала его в «Поющий гедонист». Сейчас это больше мне подходит. На Дворцовой площади. Зайдем ненадолго в отель Four Seasons. На самом деле я здесь была на новогоднем завтраке, и также обзор этого завтрака выложен у меня на моем первом канале. Вопреки повсеместной традиции украшать елки и пространство в стиле щелкунчика, отель Four Seasons посвятил свои декорации балету «Лебединое озеро». И здесь все про лебедей, про перья, про такую изысканную легкость. Звучит красивая музыка в лобби и в ресторане. Здесь я получила такое максимальное наслаждение эстетическое. Если у вас есть возможность сюда прийти, хотя бы выпить чашечку чая или кофе, съесть пирожное, обязательно это сделайте. Не обязательно проживать в отеле, чтобы там позавтракать или выпить чашку кофе, а просто заходите, идите в чайную гостиную и просите меню. Час, когда все верят в чудо, мы запасемся счастьем впрок и сказку впустим на порог. Улыбок свет и огоньки повсюду, желания загадаем вновь, ведь все бывает в эту ночь. Открой свое сердце, чтоб просто согреться, поверить хоть раз в волшебство. Когда белый снег на землю лег, на реке застынет лед под небесным сводом, тогда каждый хочет просто жить, и кто-то важный к нам спешит поздравить с Новым годом. Когда во второй половине XIX века стали широко отмечать новогодние праздники, гуляли тогда почти 2 недели, как и сейчас, с 24 декабря, с рождественского сочельника до 6 января. Крещение. Это все по старому стилю. Ночью 24 декабря шли каледовать, утром 25 декабря отправлялись в церковь на торжественное богослужение. До этого момента православные держали длинный 40-дневный пост, так что, придя из церкви, обычно начинали пировать. И здесь я хочу процитировать
что писал о Рождестве Михаил Салтыков-Щедрин. Всем хотелось поскорее отмолиться, чтобы разговеться. По приезде от обедни дети целовали у родителей ручки, а иногда произносили поздравительные стихи. К чаю в этот день вся семья собиралась вместе, не исключая даже тетенек-сестриц. Старались провести время без ссор и избегали всяких поводов к столкновению. Конец цитаты. Следом 31 декабря или 14 января по новому стилю начиналось празднование Нового года. И если Рождество было принято отмечать всей семьей, то этот день, как правило, отмечался кругом взрослых, и представители высшего общества зачастую собирались большой компанией у знакомых или в ресторанах. У петербургской молодежи пользовался популярностью увеселительный сад-театр «Аквариум» на месте нынешнего Ленфильма, где специально готовили новогоднюю программу. При этом многие купцы и крестьяне 31 декабря вообще не устраивали никаких гуляний и ложились спать рано, как в обычный день. Однако из тех, кто отмечал, среди богатых жителей города на Неве праздновали в таком ресторане на Большой Морской, как Кюба, и Медведи на Большой Конюшиной. Но самым популярным и модным был ресторан «Контан», не знаю, куда ударение ставится, можете меня поправить, если вы знаете, на набережной реки Мойки. Появляется интерес к культурному досугу, как к обязательному атрибуту веселья, причем как тогда, так и сейчас, вернее, как сейчас, так и тогда. Цены на все представления были ломовые, и такая популяризация культурных развлекательных программ никак не вела к снижению цен и каким-то акциям, а наоборот, цены заламывали. В канун Нового года и Рождества давали специальные тематические концерты. Особенно популярным становится театр. Накануне наступления 1892 года в Мариинском театре проходит премьера балета «Щелкунчик», про которого мы уже с вами говорили, который навсегда у нас, у всех жителей страны и, наверное, всего мира связан с новогодними праздниками. И по сей день «Щелкунчик» остается главной рождественской новогодней постановкой. Я выхожу на Невский проспект. Еще не раз за это видео мы здесь пройдемся в ту или иную сторону и днем, и утром, и вечером, так как это одна из главных магистралей города. И, конечно, в канун Нового года Невский проспект потрясающе украшен и привлекает к себе много внимания. Менее состоятельные петербуржцы, конечно, отмечали наступление 1 января скромнее. Праздничный стол накрывали дома, а главными забавами оставались уличные гуляния и катание на санях. На время рождественско-новогодней поры Петербург вообще превращался во всенародный аттракцион. На замерзшей Неве, например, напротив Академии художеств расчищали каток. В нескольких местах устанавливали ледяные горы высотой по 20 метров и длиной ската в них в 100 метров. Кататься можно было на санках, коньках и просто на досках. Здесь же продавали различные угощения. Мы сейчас с вами немножечко пройдемся по красивой Большой Конюшиной улице. Ее всегда очень интересно украшают к Новому году. Вот такие арки замечательные. И в любую погоду здесь потрясающая новогодняя атмосфера. Здесь красиво. На Адмиралтейской площади, это там, где сейчас находится Александровский сад, устраивали балаганы, а также возводили ледяные горы. Кататься на них можно было по воскресеньям, но не всем. Это развлечение предназначалось для простых граждан и их детей. Мальчиков и девочек из благородных семей на горки не пускали, потому что боялись, что их кто-нибудь обидит из простолюдинов, может быть, нетрезвых людей. Вот такие вот были интересные правила. На льду около стрелки Васильевского острова сооружался временный ипподром.
Лошадь должна была мчаться рысью, а если сбивалась после 6 раз на галоп, выбывала из соревнования. За участие в заездах можно было получить, например, императорский приз, а болельщики могли делать ставки на лошадей. Специально для аристократии у ипподрома устанавливали трибуны. Народ победнее смотрел скачки стоя. Разумеется, в новогодние праздники аристократия вовсю посещала балы. Их устраивали в Зимнем и Анечковом дворцах, в дворянском собрании и в особняках знати. Сезон открывал главный бал, который традиционно проходил в Николаевском зале Зимнего дворца. 1 января в Зимнем дворце устраивали публичные маскарады с едой, угощениями и развлечениями на Дворцовой площади. На таких мероприятиях присутствовали представители разных сословий, а число гостей могло доходить до 20 тысяч. Главный елочный базар находился на Александринской площади, сейчас это площадь Островского. Он начинал работать примерно с середины декабря. Покупать елку заранее было менее выгодно, чем в канун Рождества. За это время цена могла снизиться с 3 рублей до 10 копеек. Популярным угощением и подарком в предновогодний период становился шоколад. В петербургских лавках он продавался в самом разном виде. Из него делали елочные игрушки, украшения, рождественские наборы, отливали необычные предметы, сигары, устриц, бананы. В общем, как и сейчас. В лавках одного из самых известных городских кондитеров Жоржа Бормана продавались конфеты с рождественскими мотивами и классическими зимними темами в особенной упаковке. Однако, помимо шоколада, еще один продукт очень прочно ассоциируется с Новым годом – это мандарин. История появления мандаринов в нашей стране очень интересна. В Россию мандарины начали завозить в 1870-х годах из Германии, опять же, из нее родимой. В то время фрукты поспевали в декабре, а доставляли их в Санкт-Петербург и Москву только к концу января. И только когда в 1890-х годах плантации мандариновых деревьев появились в Абхазии, в богатых семьях появилась традиция украшать рождественскую елку мандаринами, завернутыми в золотую или серебряную фольгу. До 1960-х годов мандарины оставались редким лакомством, и в 1963 году в СССР прибыл сухогруз с мандаринами из Марокко. Их привозили в Советский Союз к новогодним праздникам. Килограмм мандаринов в то время стоил 1 рубль 30 копеек. И с тех пор мандарины в нашей стране стали ассоциироваться именно с Новым годом. Но не будем забегать вперед, плавненько движемся по страницам истории дальше. А сейчас мы с вами переместились в Новую Голландию, знаменитый остров в центре Петербурга. Конечно, в летнее время он гораздо более оживлен. У меня есть целый отдельный выпуск про Новую Голландию. И летом мы здесь проводим очень много времени. Зимой тоже, когда выпадает снег, здесь все гораздо более живописно. Но сейчас как есть. И мы пришли сюда посетить небольшой новогодний базар, посмотреть на елки и покататься на коньках.
Модным увлечением стала и рассылка рождественских открыток. Их посылали дальним родственникам, которых не могли поздравить лично, и близким друзьям или даже соседям. Поначалу поздравительные карточки привозили в Россию из-за рубежа. Первые отечественные открытки были напечатаны только в 1895 году. Вначале на них изображали христианские сюжеты, зимние пейзажи и детские подвижные игры. В создании открыток принимали участие известные художники Бенуа, Бакст, Маковский, Рерих. Потом появились карточки с изображением Москвы, Петербурга и других российских городов. Интересно, что по почтовым правилам на обороте открытки можно было написать только адрес, поэтому текст поздравления помещали на лицевой стороне рядом с иллюстрацией. И этот запрет сняли только в 1904 году. Прошло уже больше полвидео, мы только потихонечку подбираемся к 20 веку. Но надо сказать, что еще про 19 век интересно, что всегда была традиция зажигать на елках настоящие свечи. И еще при Николае I его супруга очень любила именно живые свечи. И когда в декабре 1837 года загорелся Зимний дворец, и Николаю I доложили об этом, его первой мыслью было то, что виновата именно зажженная елка. Но, несмотря на это, традиция была настолько красивой, и елки продолжали зажигать, несмотря на опасность, и просто рядом с елкой ставили тазики с водой, чтобы, если что, сразу тушить. Но, конечно, сейчас это даже страшно представить. Во времена правления Николая II, после того, как началась Первая мировая война, многое изменилось в праздновании новогодних праздников, в том числе и Рождества. 24 декабря 1914 года вдовствующая императрица Мария Федоровна записала в дневнике: «Впервые в этом году мы с Ксенией встречали Рождество без настоящей рождественской елки». Также известный исторический факт: в 1916 году в Саратове для пленных немцев устроили елку, потому что эта традиция пришла из Германии. Конечно, русским это не понравилось. Конечно, идет же война, и Синод принимает решение, что это все происки немцев, и елки запрещают в России. Позже, в 1918 году, уже советская власть подтвердила своим указом, что это буржуазное наследие, и с ним надо бороться. Но сколько праздник не запрещай, народ все равно будет собираться за столом. Этого у них не отнять. Но в советском Ленинграде, как говорят, справляли Новый год достаточно тихо в некоторые периоды времени, без шумных гуляний. За это можно было даже угодить в тюрьму. Ставить елки в доме открыто стало возможным только в 1935 году, после публикации письма партийца Павла Постышева с предложением вернуть Новый год. Поскольку Рождество и по старому, и по новому стилю расходятся с праздником, советская власть ухватилась за это. То же самое произошло и со звездой. Вместо Вифлеемской появилась красная пятиконечная. Советская власть пришла к выводу, что первый день января – это такой горячо любимый праздник в народе, что нельзя от него отказываться, и можно его использовать в качестве альтернативы Рождеству. Именно в это время Новый год становится по-настоящему семейным праздником. Его празднуют дома, без шумных гуляний, в кругу родных и друзей, за скромным, но праздничным столом. Белый снег на землю лег, на реке застынет лед под небесным сводом. Тогда каждый хочет просто жить, и кто-то важный к нам спешит поздравить с Новым годом. Таким образом, елки и Новый год вернулись к нам только ближе к 40-м годам прошлого столетия, и тогда появляется советское шампанское, которое нам всем уже кажется вечным. После отмены сухого закона власти решили возродить в стране производство алкоголя.
Отечественным виноделам было поручено сделать недорогое, но качественное шампанское, которое будет по карману любой советской семье. Основным методом производства советского шампанского стало вторичное брожение в резервуаре, а не в бутылке, как в случае традиционного метода производства шампанского. Благодаря этому шампанское созревало меньше, чем за месяц, и в 1937 году с конвейера ростовского завода сходит первая бутылка советского шампанского, произведенная вот таким вот резервуарным авторским методом. Спасибо большое. Ну, вообще, в Мурманске он был В ту пору елочные игрушки стали выпускать на тему побед социализма в виде тракторов, шаров с портретами вождей, членов Политбюро КПСС. 1937 год встретили в Ленинграде восторженно и торжественно. Это был 20-летний юбилей революции, и на Дворцовой площади устроили даже новогоднюю ярмарку. Александровская колонна была украшена консервными банками, коробками папирос и палками колбас. Такой продуктовый декор должен был символизировать будущее изобилие в стране, но, честно говоря, в то время было достаточно голодно. Говоря о Ленинграде, нельзя не вспомнить одну из его самых сложных страниц. Это блокадные года. Сейчас даже сложно представить, что и в блокадном Ленинграде, измученном голодом и суровой зимой, тоже отмечали главный зимний праздник. Несмотря ни на что, жители осажденного города на Неве не теряли надежду и проявляли настоящее мужество, например, даже в том, что они продолжали просто отмечать Новый год. Это был страшный, но в то же время очень искренний, настоящий зимний праздник. Уставшие и изможденные люди искали повод хотя бы на пару часов отвлечься от ужасов войны, подарить себе немножко радости и, конечно же, детям, чтобы накопить сил держаться и сражаться дальше. Мне сейчас даже как-то страшно это произносить, но зимой 41-42 года главными новогодними блюдами ленинградцев были дуранда и столярный клей. Дуранда — это остатки от подсолнечных семян в спрессованном виде, и они людям заменяли хлеб. А из столярного клея варили желе, добавляли специи, которых в городе почему-то осталось много. Так получалось вполне съедобное блюдо, настолько, что однажды даже клей стал дефицитом. Продолжалась культурная жизнь. Театр музыкальной комедии работал всю блокаду. Под Новый год фронтовые бригады выезжали на передовую с концертами, чтобы поздравить бойцов с праздником. Детям устраивали новогодние елки. Конечно, тоже скромные, но зато с хороводами и едой. Приходили Дед Мороз и Снегурочка. В качестве подарков дарили конфеты из льняного жмыха, пряники и печенье, кусочки яблок. Детей приглашали на новогодние представления в театр драмы имени Пушкина, драматический театр имени Горького. Честно говоря, озвучивая вот эту часть видео, мне пришлось прерваться на какое-то время, потому что я просто не могла сдерживать свои эмоции. Это достаточно больно для меня, и несмотря на то, что я выросла не в Ленинграде и не в то время, как будто бы мы продолжаем чувствовать всю эту боль тех поколений, и невозможно быть к этому равнодушным. Ценить жизнь, ценить все, что у нас есть, и благодарить за это каждый день. Только зимой 1943 года на новогодних столах ленинградцев стали появляться овощи. Но только после окончания войны город постепенно возвращался к уже любимым праздничным традициям, походам в театр и на концерты, а также теплым семейным посиделкам за новогодним столом. Расцветом празднования Нового года с шумными застольями стал 1950 год. Вот тогда-то и появились наши любимые национальные салаты оливье, селедка под шубой и холодец. История оливье как новогоднего угощения начинается в 1860-х годах, когда французский шеф-повар Люсьен Оливье придумал этот салат для важных гостей ресторана «Эрмитаж» в Москве. В основе блюда были мясо куропаток и рябчиков, отварные шейки раков и нарезанные телячьи языки. Изначально салат не предполагалось смешивать, но однажды Оливье увидел, как гости смешивают ингредиенты, и пришел в ужас. По легенде, после этого он стал
обильно заливать блюдо майонезом и смешивать все ингредиенты. К его удивлению, в такой подаче салат стал еще более популярным. После революции салат был забыт. Вспомнил о нем ученик Люсьена Оливье и шеф-повар уже советского ресторана «Москва». В рецепт он ввел некоторые изменения, например, появилась морковь, а все мясные изыски были заменены на курицу. Салат назвали столичным. Связывать блюдо с новогодним столом стали после 1935 года, когда праздник официально реабилитировали. Салат оливье постепенно вытеснил винегрет как главную закуску новогоднего стола. Окончательно новогодние кулинарные традиции СССР сформировались в конце хрущевской оттепели и брежневскую пору, когда возник более или менее общепринятый набор блюд из салата оливье, селедки под шубой, советского шампанского, мандаринов, шпротов, копченой колбасы, бутербродов с красной икрой, солений и тому подобного. Конечно, в каждой семье реализация такого набора была индивидуальной, в зависимости как от личных вкусов, так и возможностей раздобыть не всегда доступные продукты. Только что мы были около елки от подписных изданий, а сейчас зайдем еще в один отель «Каринтия» на Ведь именно так можно рассмотреть красоту огней и вот это вот ощутить волшебство украшенного новогоднего города. В 50-х годах у кого-то в квартире уже был телевизор, перед которым собирались не только счастливая семья, обладавшая таким сокровищем, но и все соседи смотрели «Карнавальную ночь» или другие фильмы. Это было золотое время соседской дружбы, когда можно было запросто попросить у соседки соль, оставить своих детей под присмотром и вместе отмечать праздники дружной толпой из нескольких соседских семей. Сейчас мы дошли до главной площади города, до Дворцовой площади, и нам повезло застать главную елку города под таким чудесным снегопадом, потому что снегопад мы никак не напросимся у небес этой зимой, и Новый год, скорее всего, будем встречать по-осеннему. Сейчас мы подходим к отелю Мойка 22. Здесь мы пришли сюда на чаепитие в чайную гостиную.
Подробный обзор чаепития я выложу на свой первый канал про еду. А здесь просто посмотрите атмосферу, и я продолжу вам рассказывать про советский период. 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Начинается дефицит, причем и продуктов, и вещей. Но Новый год продолжают отмечать также широко. Это семейные домашние праздники, когда народ отводил душу за столом. В течение всего года покупались и прятались банки с кофе, сухие колбасы, тушенка. Все это было доступно домочадцам только в новогоднюю ночь. Если в 50-е годы стало модно украшать елки игрушками из папье-маше, сделанные часто своими руками, то уже в 60-х, 70-х елки украшали веселыми красочными стеклянными игрушками, которые были невероятно красивы, и мы до сих пор многие их любим. У меня у бабушки, у мамы осталось очень много советских игрушек, и я несколько из них очень берегу. И даже в прошлом видео, когда я наряжала елку, вот я на канале показывала несколько своих любимых советских игрушек. Они до сих пор очень дороги моему сердцу, я их храню. В эти же года стали появляться первые гирлянды, и чаще всего самодельные. А с 1962 года по телевизору показывали «Голубой огонек». Это была очень популярная передача, которую смотрели абсолютно все. В 1980-е годы была развернута антиалкогольная кампания. Запрещалось пить на Новый год, зато к просмотру было очень много фильмов с распитием шампанского и других горячительных напитков, например, комедия «Ирония судьбы» или «С легким паром», которая ввела традицию ежегодного просмотра на Новый год в будущем. Кстати, хотела сказать, что сейчас Новый год во многом воспринимается именно как советский праздник. Именно поэтому мы любим все эти советские фильмы, любим старые советские игрушки. И сейчас давайте я вам покажу, как украшали Ленинград 40-60 лет назад, как выглядел центр города и где была настоящая новогодняя атмосфера. Главный новогодний базар каждый год открывался в Гостином дворе, а у главного входа на Невском проспекте стояли натуральные ели и Большой Дед Мороз, который, кстати, и сейчас там стоит. Внутри продавались новогодние украшения, елочные игрушки, хлопушки, бенгальские огни. Сейчас, наверное, этим никого не удивишь, но раньше действительно их можно было купить только в определенных местах. Позже новогодний базар открывался на улице Желябова, ныне Большая Конюшенная. А за подарками всегда спешили в ДЛТ, который тогда был популярным и доступным универмагам, в отличие от сегодняшних дней. А вот так вот был украшен Невский проспект. И, конечно, зимой заливались катки. В советское время их было намного больше, чем сейчас. И сложно представить новогодние праздники без зимних видов спорта. В ЦПКО на Елагином острове было несколько катков, лыжня, финские сани. Во многом Новый год и сейчас остается советским. Мы очень любим ностальгировать, вспоминать это время, смотреть старые фильмы, рассматривать старые фотографии, общаться с родственниками, приезжать в наши маленькие родные города, готовить комфортные традиционные блюда. Это одновременно и время ностальгии, и время каких-то новых планов и надежд на будущий год. Сейчас в Петербурге появляется все больше точек притяжения в новогодние праздники. Никольские ряды, Новая Голландия, ярмарка на Манежной, на Дворцовой, на Малой Садовой. Раньше эти улицы не украшались, но вот теперь это главные новогодние локации. И по сей день Новый год мы любим встречать в семьях по традиции с шампанским, под звон бокалов и под бой курантов, загадываем самые заветные желания и, конечно же, верим в их исполнение. И, конечно, мы хотим, чтобы будущий год был чуть лучше предыдущего, и тоже верим, что это обязательно сбудется. Я вам желаю всего самого лучшего в новом году. Спасибо, что досмотрели это огромное видео до конца. Не забудьте подписаться на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на мой канал про еду. Я вас везде жду. Также вас ждет моя закрытая страничка Boosty, где я веду такой свой мини-личный дневник. Если хотите меня чуть больше в разных форматах и жанрах,
Все ссылочки я оставлю под видео. И я объявляю новогодний марафон просмотров. Нам с вами осталось совсем чуть-чуть просмотров, чтобы добрать до 4000 часов, которые требуются для подключения монетизации для этого канала. И я вас очень прошу посмотреть это видео до конца и, может быть, отправить своему другу, и, может быть, посмотреть мое следующее видео, предыдущее. Я буду вам за это очень благодарна. И, конечно же, вас ждет очень много интересных роликов в новом году. Пишите в комментариях, какие места вы бы хотели увидеть на этом канале, и я обязательно к вам прислушаюсь. Ну, а это чаепитие я сделаю обзор на своем канале «Поющий гедонист». Я его переименовала с «Бегущей певицы», как многие из вас уже поняли. Будем прощаться, но ненадолго. Увидимся уже очень скоро, в новом году. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.